Если бы я попыталась после просмотра драмы сразу записать видео, то я бы и 3 слов не связала. Вот таким впечатлением я находилась. Это такой восторг, это такое восхищение, что просто не передать словами. Заценят эту дораму, особенно те, кто шарит в танцах. Но даже, простите, я профана и далека от этого жанра, да, от этого искусства. Могу с уверенностью сказать, что актеры для этой дорамы пахали в танцевальном зале как минимум 24/7, ибо так танцевать, так двигаться можно только благодаря многочасовым тренировкам. Танцы– это что-то невероятное. Это огонь, это страсть, динамика. Я почти весь фильм смотрела с открытым ртом. Каждый жест, мимика, действие, поза были невероятными. Двое мужчин, двое танцоров. Один судейки чемпион по стандарту, а другой судзуки по латине. Лед и пламя. Но ближе познакомившись, я понимаю, что под этой вот коркой, да, там еще страсти ого-го какие бушуют. И яркое подтверждение тому это вот сцена в вагоне. Я так и сидела и думала, какой красивый новогодний вагон. И какая горячая сцена. Вот прям вот как эти вот двое. Было очень интересно наблюдать за их первоначальным противостоянием, когда каждый сам себя хвалил и принижал умение другого. И потом, когда уже появились чувства, особенно, знаете, запомнилась фраза, даже, может, не фраза, а мысль, которую Судзуки сказал про себя. Ты будешь смотреть только на меня. Блин, я так вообще на протяжении всего фильма меня мучил один вопрос. И не жарко ли Судзуки танцевать? Потому что Судзуки Чистяков танцевал вообще полуголым, и с него пот там лился в 3 ручья. А Судзуки был одет, я бы сказала, в закрытую одежду. Ну, вот рубашечка под горлышко там застегнута, жилеточка. Ощущение, что когда он заканчивал тренировку, переодевался, эту одежду можно было, наверное, выкручивать. Такая, наверное, была мокрая. Но это мои домыслы. Не знаю, правда это или нет, но ощущения, по крайней мере, такие. То, что творили эти двое на танцполе, это было что-то невероятное, что-то невообразимое. У меня просто даже нет слов. И мне припомнился фильм с Антонием Бандерасом в главной роли 2006 года «Держи ритм». Кстати, очень классный фильм. И был там такой момент. Здесь все прекрасные лебеди, и только я гадкий утенок. Дорогая, если ты боишься, просто скажи родителям, и они все отменят. Я бы не боялась, если бы могла танцевать, как она. Это вроде секса на полу. Я убить готова, чтобы так танцевать. И я с этим согласна. Это был реально секс на танцполе. Это было волнительно, горячо, эмоционально, страстно. Там, я не знаю, это можно продолжать до бесконечности. Это было прилично до неприличия. Актерская игра была на высшем уровне. Вот. Ну, последние 10 минут фильма я просто вот так вот смотрела и с открытыми глазами, и с открытым ртом. И когда пошли титры, я так, все, а дальше, а дальше, мне мало, я еще хочу. Я, я досмотрела до конца все титры, потому что я думала, что, а может быть, это как в Джеки Джокере и Ким Порше, финальная сцена будет после титров. Я же хочу узнать, что там, а дальше. Но нет, к сожалению, не было ничего подобного. Кто-то писал, я видела, что концовка непонятна, и, скорее всего, будет второй сезон. Но, как по мне, так это навряд ли. Во-первых, это не сериал, просто обычный фильм, да, полнометражный. Поэтому, если снимать что-то, то только вторую часть, тоже полнометражный. Но, как по мне, концовка ясна. Судзуки признался в своих чувствах ранее. Судейки сделал это, пригласив прилюдно на конкурсе на танец этого Судзуки. А просто не ясно. Все прекрасно, хэппи-энд. Поэтому я не вижу даже смысла снимать продолжение.
однозначно драма классная. Будет в моих любимых, я еще точно пересмотрю ее. Кто не смотрел, я рекомендую посмотреть. Это классно просто.